Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре советский тяжелый танк топового левела 10 уровня, проходная прокачиваемая ветка ИС-4. Да, супер бронированный танк. Сегодня полноценный гайд и обзор по этой машине. И прежде чем мы продолжим, так сказать, наш обзор, прожми лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем, отправляемся изучать бронирование. Итак, господа, коллижен модель нашего ИСа-4. Ну и давайте начинать с корпуса. НЛД у нас 207, ну 210, здесь еще траки у нас висят, 234 уже неплохо, да. ВЛД у нас 252, 270 вверху, и люк мехвода те же 270, местами до 400 даже, и 500. Надгусеничные полки рикошетные 430, 450. Соответственно, как для НЛД, ну, назвать его прям люто бронированным нет. Нас сюда одноклассники спокойно пробивают и в таком варианте, да и по сути, ну вот в таком уже в приведенке здесь 280, если от переда танковать опять же. Но в таком, конечно, будут шить. Обычными типа снаряд, даже не голдой. ВЛД уже такое. Что-то одноклассников, да и десяток будем отбивать. Восьмерок будем уверенно танковать, как основные, так и в принципе голдовые снаряды. Пробить ИСа-4 будет сложно. Касаемо башни. Вот здесь самое интересное начинается у нас, да. 500 маска орудия, 400, ну в целом там 400-500 под маской орудия. 278 щель есть, да. Вот здесь 297, ну здесь уже дальше пошло 370. 300, 400, 500, 600, 1000, блядь, 2000, 10 тысяч, короче. Башня, конечно, у него защищена, ай-яй-яй. 52 миллиметра фактического в приведенке, 154 наверху. По правилу 3 калибров только от 156 мы сможем забросить. У нас даже есть люк, слабый, 140. Но он расположен в задней части башни. И он нереально маленький по своим физическим размерам. Попасть в него просто невероятно сложно. А борт у нас 160 миллиметров, извините, 172 вверху, естественно, будет танковать, даже перекручивая борт. Подставляем щеку, а здесь, извините, 312, попробуй пробей. Лютая броня у танка, что тут даже говорить, очень. Касаемо пушечки. Пушечка у нас, конечно же, 10 левела. 122 миллиметровка, 440 альфа, 530 у нас на фугасе, 258 пробития на основном, 340 на голде, 68 пробития на фугасе. Заряжается пушечка чуть больше 11 секунд, ДПМ 2300. Точность у нас тяжелого танка штурмового 0,42. Время сведения уже более-менее, в отличие от СТ-1 танка предшественника до 9 левела. 2,5 секунды. По полевой модернизации во втором блоке качаем вездеходную ходовую. В четвертом я рекомендую все-таки прокачать отстройку параллакса. В пятом звукоизоляцию. В шестом вторым слотом берем огневую мощь. В седьмом демонтаж обшивки. В восьмом облегченные узлы крепления. По оборудованию рекомендую поставить закалку, досел и стаб. По снарядам. Основной у нас бронебойный летит 940 метров в секунду, голда кумулятивный 920 метров в секунду, фугас летит так же, как и бронебойный, 940 метров в секунду. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой в таблице. По огневой мощи, альфа у нас 440, да, более-менее комфортное время сведения в 2.26. Вот, 0.38 точность, а это тяжелый танк, штурмовой, а у нас есть даже точность более-менее нормальная, адекватная. Вот, у нас средняя скорость полета снаряда, да, у нас нету УВН, минус 6, не знаю почему этому танку их не дали. ДПМ 3К, в целом можно воевать. По количеству ХП 2750, и учитывая наше бронирование, это очень даже неплохо. По мобильности 43 вперед, 14 назад.
Нифига себе, 43 едем, да, это хорошо. Нормальная подвижность для этой дуры с броней. По обзору даже невероятные 430 метров. Да ладно, обычный стандартный параметр. Еще раз, ребята, в целом тачка играется от брони в размен ХП. Вы очень много будете на нем рикошетить, ловить непробитий. Соответственно, выцеливайте и уничтожайте врагов. Отправляемся в бой щупать ИСа-4. Так, господа, обзор боем у нас ИС-4. Советский тяжелый танк 10-го левела. Проходная прокачиваемая ветка. Конец уж точнее ветки, да. Куча брони. Сейчас поедем играть мускулами. Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Красивый, мощный танк. Невероятно мощный. Невероятно крепкий. Сейчас поедем проверять броню. Я не буду тратить на вас боекомплект. Подвижность по понятным причинам у нас не самая лучшая. Не, а как вы хотели? Кучу брони, чтоб еще и ехал? Ну. О, а чуть Шкода так медленно едет, интересно. Блин, у него, походу, несколько цилиндров двигателя не работает, у Шкоды Т-56. Они даже не подозревают, с кем связались. Есть пробитие. Отличный выстрел. Разбит триплекс. Видимость снижена. Не зашло. Приборы наблюдения восстановлены. Не зашло. Сученыш какой, не могу ему в люк попасть. Все, навоевался. Вот так решают проблемы настоящие стальные охотники. Только царапнули. Пробил его. Что такое? Не пробиваю его. Вот так, отлично!
Ну, 2500 пока. Ходовая снова good. Ходовая снова в порядке. Хорошо. Спрятаться хотел. На, получай. Отличный выбор. Ну, 3500, ребята. Ну, турбослив у врагов. У нас слишком медленный танк. Больше тяжело было настрелять. Сумма получилась 3700. Вообще, конечно, десятках минимум надо настреливать 4К. Но чуть-чуть не дотянули в сумме. Медленно, медленно очень он едет. Просто ворует урон постоянно. ИС-4. Супер мощь, супер броня. Адекватная машина после вот последнего апа. ИС-4 прям заиграл другими красками. Прям таким имбовым стал, я бы даже сказал. Второе место по урону. Первое место нас перестрелял К-91-122 на 400. Но в целом, конечно, 4,5 по 5-бальной. Сейчас эта машина заслуживает. Кто со мной не согласен, пишите комментарии. Ребят, у кого есть ИС-4, какое вы используете оборудование? Как по мне, закалка Dosal Stab. Самая лучшая сборка, ничего дальше даже мудрить, крутить не надо. Так что рекомендую эту машину иметь в ангаре, потому что она может. А я вам хочу сказать, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.